Мир вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Для тех, кто на моем канале впервые, спешу сообщить, что все свои мастер-классы я стараюсь сделать максимально подробными. И в процессе видео вставляю схему каждого ряда. Так что они подходят и для новичков в вязании. Приглашаю вас к просмотру, и так ли это, судите сами. А также не забудьте подписаться, и мы с вами еще немало вместе свяжем. Вязать буду из пряжи Alize Angora Gold Sublime. 100 граммов у нее 500 метров. Это 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлик. Номер цвета данной пряжи 221. Крючок использовала 2,75. Итак, приступаем к вязанию. В самом начале делаем петлю на рабочей нити и фиксируем ее. Теперь набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Самую первую петлю провязываем соединительный столбик. Итак, мы сделали колечко. Начинаем первый ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накидный крючок и в наше колечко просовываем крючок, захватываем нить, протягиваем через колечко, захватываем крючком нить, просовываем через 2 петли. 2 петли оставили на крючке. Делаем еще один накид, колечко просовываем крючок, захватываем нить, протягиваем, еще раз. Протягиваем нить через 2 петли, 3 петли оставили на крючке. Делаем накид, просовываем крючок в колечко, через 2 петли просовываем ниточку, на крючке у нас осталось 4 петли. Теперь провязываем все 4 петли вместе. Мы провязали 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Делаем 2 воздушные петли и данный элемент узора повторим. Делаем накид на крючок, сквозь колечко протягиваем нить, провязываем 2 петли вместе, 2 оставили на крючке. Накид, просунули сквозь колечко, 2 петли провязали, на крючке у нас 3 петли. Накид, просунули сквозь кольцо, вытянули ниточку, провязали сквозь 2 петли и на крючке оставили 4 петельки. Теперь 4 петли провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петли и провяжем еще раз 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. В самом начале я показала, как провязать этот элемент более медленно, поэтому далее не буду останавливаться на этом, заострять внимание. Если вам этот момент показался непонятным, промотайте, пожалуйста, немного вперед и посмотрите еще раз. А на данном этапе мы закончили вязать первый ряд. И приступаем к вязанию второго ряда. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вязание поворачиваем. Теперь под цепочку из 2 воздушных петель первого ряда будем провязывать 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Делаем накид на крючок и под цепочку провязываем столбик с накидом не до конца. Делаем накид, сюда же второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке. И третий столбик с накидом не до конца. Теперь 4 петли провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2. Делаем накид, сюда же под эту цепочку провязываем столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, на крючке 3 петли и сюда же третий столбик с накидом не до конца. Теперь все 4 петли на крючке провязываем вместе. Далее в начале и в конце каждого ряда будем повторять данный элемент узора. То есть будем провязывать 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Продолжаем вязание второго ряда.
Вытягиваем крючком рабочую нить примерно на сантиметр. Теперь большим пальцем левой руки придерживаем ниточки снизу, захватываем нить крючком, просовываем сквозь петлю. Указательным пальцем правой руки придерживаем петлю на крючке, просовываем сквозь этот столбик крючок, захватываем нить, вытягиваем, 2 петли на крючке провязываем вместе. Мы с вами сделали соломоновую петлю или соломонов узел. Теперь нам нужно сделать еще одну такую же. Вытягиваем нить крючком примерно на сантиметр, то есть на такое же расстояние. Придерживаем ниточки снизу, захватываем крючком нить, вытягиваем. Указательным пальцем правой руки придерживаем петлю на крючке. Сквозь столбик просовываем крючок, вытягиваем нить, 2 петли на крючке провязываем вместе. Второй соломонов узел готов. И теперь будем провязывать тот элемент узора, который провязывали в начале ряда. Делаем накид на крючок под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. То есть провязываем столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке. Сюда же второй столбик с накидом, провязываем его не до конца. На крючке оставляем 3 петли, делаем накид на крючок, и сюда же третий столбик с накидом, провязываем не до конца. Провязали только через 2 петли, на крючке у нас 4 петли, и их вместе провязываем теперь. Теперь 2 воздушные петли, и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Столбик с накидом провязываем не до конца, второй столбик с накидом не до конца, и сюда же третий столбик с накидом, провязанный не до конца. В конце провязываем все 4 петли вместе. Так мы провязали второй ряд и приступаем к вязанию третьего ряда. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вязание поворачиваем. Под цепочку из 2 воздушных петель будем провязывать данный элемент узора. То есть 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Четыре петли на крючке провязали вместе. 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3, 4 петли на крючке провязываем вместе. Теперь нам нужно провязать соломонов узел. Вытягиваем нить крючком, придерживаем пальцами, захватываем крючком рабочую нить, протягиваем через петлю, крючок просовываем сквозь столбик, захватываем ниточку и 2 петли провязываем вместе. Готов соломонов узел. Теперь смотрим. В предыдущем ряду между 2 соломоновыми петлями у нас есть узел. Вот он. Далее вязать будем в него. Делаем накид на крючок, в узелок просовываем крючок, захватываем ниточку и провязываем столбик с накидом. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, накид на крючок, сюда же в этот же узелочек провязываем еще 1 столбик с накидом. Сделали такую вот арочку. Вот она. Теперь провязываем еще 1 соломонов узел. Вытягиваем нить крючком, придерживаем пальцами ниточки, просовываем нить и 2 петельки провязываем вместе. Второй соломонов узел готов. Теперь в конце провязываем
элемент узора, который провязывали и в начале. Делаем накид на крючок. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Один столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца и сюда же третий столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петли и сюда же повторяем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. На этом мы с вами закончили 3-й ряд. Вот что должно получиться. Вначале, конечно, образец узора бывает очень несимпатичный, но далее все должно принять очень даже симпатичную форму. Начинаем 4-й ряд, набираем цепочку из 5 воздушных петель, вязание поворачиваем и данный элемент узора будем повторять. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Повторюсь, что в начале видео я показала, как провязать данный элемент узора в замедленном действии. Так, теперь провязываем Соломонов узел. Теперь в арочку предыдущего ряда под цепочку из 5 воздушных петель нам нужно провязать 9 столбиков с накидом. 1 столбик, сюда же 2 столбик с накидом, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбиков с накидом провязали под цепочку из 5 воздушных петель. Теперь вытягиваем нить крючком и провязываем Соломонов узел. И теперь повторяем наш повторяющийся из ряда в ряд элемент узора. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. На этом мы закончили 4-й ряд. И теперь приступаем к вязанию 5-го ряда. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вязание поворачиваем. Повторяем данный элемент узора под цепочку из 2 воздушных петель. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь провязываем Соломонов узел. Вытягиваем нить крючком. Нужно стараться, чтобы они хоть примерно были одинакового размера, одинаковой длины. Итак, Соломонов узел провязали. И далее мы будем провязывать пышные столбики в вершину каждого столбика предыдущего ряда.
делаем накид на крючок, в вершину самого первого столбика, вот его вершина, просовываем крючок, вытягиваем нить примерно на высоту столбика. Делаем второй накид на крючок, в петлю просовываем крючок, нить захватываем, вытаскиваем второй раз. Третий накид на крючок, в петельку просовываем крючок, захватываем нить третий раз. Теперь захватываем нить крючком и просовываем сквозь все эти накиды. На крючке оставили 2 петли, и теперь 2 эти петли провязываем вместе. Пышный столбик готов. Теперь 1 воздушная петля, накид на крючок, в вершину второго столбика. Вот он столбик, вот его вершина. То есть следующую петлю получается провязываем такой же пышный столбик. Ниточку вытянули на высоту столбика. Накид второй на крючок, просовываем в петлю крючок, вытягиваем нить второй раз. Третий накид, просовываем крючок в петлю, захватываем ниточку и вытягиваем третий раз. Захватываем крючком рабочую нить, просовываем сквозь все накиды. 2 петли на крючке. Теперь провязываем их вместе. Готов наш второй пышный столбик. Воздушная петля, накид, вершину третьего столбика провязываем такой же пышный столбик. 1 накид, второй накид и третий. Просовываем сквозь все накиды и 2 петли провязываем вместе. 1 воздушная петля, в следующую петлю такой же пышный столбик. Второй накид и третий. Просовываем сквозь все накиды ниточку и 2 петли провязываем вместе. 1 воздушная петля, накид, следующую петлю, пышный столбик. Накид 1, накид 2 и накид 3. Все накиды провязываем вместе и 2 петельки вместе. Воздушная петля, накид, следующую петлю, пышный столбик. 1, 2, 3. Захватили нить крючком, просунули сквозь все накиды, 2 петли на крючке, провязываем их вместе. 1 воздушная петля, следующую петлю провязываем пышный столбик, 1 накид, второй и третий. 2 петли на крючке провязали вместе. Воздушная петля и вершину следующего столбика такой же пышный столбик с 3 накидами. 2 петли провязали вместе. Воздушная петля, вершину последнего 9 столбика провязываем такой же пышный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накид, ниточку просовываем сквозь все накиды и 2 петельки провязываем вместе. В общем, у нас должно быть 9 пышных столбиков. Между ними по 1 воздушной петле. Теперь делаем соломонов узел. И повторяем наш элемент узора, повторяющийся из ряда в ряд в начале и конце каждого столбика.
под цепочку из 2 воздушных петель провязали 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Закончили 5 ряд. Уже что-то более-менее симпатичное. Начинаем 6 ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь хочу обратить ваше внимание, когда в предыдущем ряду у нас был ряд с пышными столбиками, то в этом ряду в начале мы делаем не 1, а 2 соломоновых узла. 1 соломонов узел. Сразу же вытягиваем петлю на такое же расстояние, то есть делаем такой же длины и провязываем второй такой же соломонов узел. Вот так должно быть. Теперь вот у нас первый пышный столбик, в его вершину провязываем столбик без накида. Ориентироваться будем на пышные столбики. Делаем 3 воздушные петли. Смотрим. 1 пышный столбик пропускаем в следующий. Вот он, следующий пышный столбик. В его вершину провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петли. Не нужно считать петельки. Смотрите на пышные столбики. 1 пропустили. В следующий. В его вершину провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 1 пышный столбик пропускаем. В следующий столбик, в вершину следующего пышного столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1 пропустили и последний, получается, в вершину последнего пышного столбика провязываем столбик без накида. Итого у нас должно получиться 4 цепочки из 3 воздушных петель. 2, 3, 4. Теперь в конце, так же как и в начале, провязываем 2 соломоновых узла. Вытягиваем нить крючком, провязываем первый соломонов узел. Сразу же вытягиваем на такое же расстояние ниточку и провязываем второй соломонов узел. И в конце повторяем данный элемент узора под цепочку из 2 воздушных петель. Провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Две воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Шестой ряд на этом окончен. Вот что должно получиться. И приступаем к вязанию 7-го ряда. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Данный элемент узора повторяем. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной.
2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Две соломоновые петли — это начало нового такого вот большого веера, то есть вот это основание его. Значит, здесь будем делать такую же вот арочку. Вначале делаем соломонов узел, накид на крючок, и между двумя этими петлями в узелочек провязываем столбик с одним накидом. Теперь цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок и в этот же узелок провязываем еще один столбик с накидом. Сделали арочку. В нее будем также начинать вот такой вот большой веер. А пока продолжаем ряд. Вытягиваем петлю и делаем соломонов узел. Теперь под цепочку из 3 воздушных петель, вот под самую первую, провязываем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. Под вторую цепочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Под третью цепочку провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. И под четвертую цепочку также провязываем один столбик без накида. В этом ряду у нас должно быть здесь 3 цепочки из 3 воздушных петель. Теперь вытягиваем петлю и провязываем соломонов узел. Тут также будем начинать новый веер. Делаем накид на крючок. В узелок между двумя соломоновыми петлями провязываем столбик без накида. Набираем 5 воздушных петель. Накид на крючок и сюда же в узелок еще один столбик без накида. Сделали арочку, вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. И в конце ряда повторяем данный элемент узора. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом, с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Вот так выглядят 7 рядов нашего узора. Начинаем 8 ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Повторяем данный элемент узора. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь
Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Не всегда он у меня получается хорошо. Теперь в арочку предыдущего ряда будем провязывать 9 столбиков с накидом. Сюда под цепочку из 5 воздушных петель. Первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Провязали 9 столбиков с одним накидом под цепочку из 5 воздушных петель. Вот точно так же, как и здесь. Теперь вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Под цепочку, самую первую из 3 воздушных петель, провязываем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. Под вторую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли. И под третью цепочку столбик без накида. В этом ряду у нас всего 2 цепочки из 3 воздушных петель. Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Здесь также в арочку провяжем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбиков с одним накидом под цепочку провязаны. Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. И в конце ряда повторяем данный элемент узора. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли, и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Так мы провязали уже 8 рядов. Такая красота уже. Приступаем к вязанию 9 ряда. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Вязание поворачиваем. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь будем в этом ряду вязать уже пышные столбики. Но вначале вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. И теперь делаем накид на крючок, в вершину первого столбика просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем петлю, второй накид, вытягиваем петлю и еще третий накид. Все накиды провязываем вместе и 2 петли на крючке провязали вместе. 1 воздушная петля, следующую вершину провязываем пышный столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, в следующую петлю пышный столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, далее также пышный столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля,
следующую петлю пышный столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, следующую пышный столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля. Чувствую себя попугаем сейчас, который повторяет одно и то же. И еще у нас осталось 2 пышных столбика, так что придется вам меня потерпеть. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Верно. 1 воздушная петля. И в последнюю петлю провязываем пышный столбик с 3 накидами. Итого у нас в этом ряду 9 пышных столбиков. Теперь вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Под первую цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Под вторую цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. То есть мы провязали подряд 2 столбика без накида. Только один столбик под одну цепочку, второй столбик под вторую. Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. И продолжаем. Теперь провязываем пышные столбики. В вершину первого столбика провязываем пышный столбик из 3 накидов. Одну воздушную петлю. В вершину второго столбика пышный столбик из 3 накидов. Одна воздушная петля. В вершину третьего столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. В вершину четвертого столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. В вершину 5 столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. В вершину 6 столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. В вершину 7 столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. В вершину 8 столбика пышный столбик из 3 накидов, 1 воздушная петля. И в последнюю вершину 9 столбика пышный столбик из 3 накидов. Провязали 9 пышных столбиков, между ними по 1 воздушной петле. Вытягиваем петлю крючком и делаем соломонов узел. В конце ряда повторяем данный элемент узора под цепочку из 2 воздушных петель. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Итак, мы с вами провязали 9 рядов. Начинаем 10 ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель, вязание поворачиваем. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом с одной общей вершиной. В предыдущем ряду у нас были пышные столбики, значит в этом ряду мы провязываем в начале и в конце ряда по 2 соломоновые петли. То есть петлю вытянули, провязали узел, сразу же вытягиваем еще раз крючком петлю и провязываем второй соломонов узел. Теперь в вершину первого пышного столбика провязываем столбик без накида, делаем 3 воздушные петли, следующий
пышный столбик пропускаем, через один в третий, получается, в его вершину провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, 1 столбик пышный пропустили, в следующий столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 пышный столбик пропускаем, в вершину следующего столбика столбик без накида, 3 воздушные петли и в вершину последнего пышного столбика провязываем столбик без накида. Итак, мы дошли до середины 10 ряда между двумя большими веерами и вытягиваем петлю, провязываем Соломонов узел, сразу же вытягиваем еще раз петлю на такое же расстояние и провязываем Соломонов узел. Как и в начале ряда, сделали здесь 2 соломоновых узла. В вершину пышного столбика, самого первого, провязываем столбик без накида, делаем 3 воздушные петли, 1 пышный столбик пропустили, в вершину следующего провязали столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик пропускаем, в вершину следующего столбика столбик без накида, 3 воздушные петли, через 1 пышный столбик в вершину столбик без накида, 3 воздушные петли и в вершину последнего пышного столбика столбик без накида. Провязали 4 цепочки из 3 воздушных петель и также в конце вытягиваем петлю, провязываем 1 соломонов узел, сразу же вытягиваем еще петлю и провязываем 2 соломонов узел. В конце ряда под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Закончили 10 ряд. Начинаем 11 ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель, вязание поворачиваем, под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Провязали данный элемент узора, повторяющийся из ряда в ряд. Теперь вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел, делаем накидной крючок, между 2 петлями предыдущего ряда в узелок провязываем арочку, то есть столбик с накидом, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и сюда же в узел еще 1 столбик с накидом. Сделали арочку, вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Теперь под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли, под вторую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, под третью цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли и под четвертую цепочку столбик без накида. Смотрим, что у нас идет далее. Далее у нас 2 соломоновые петли. Значит, мы будем провязывать между ними в узелок арочку. Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Делаем накид на крючок
И в узелок между двумя этими петлями провязываем столбик без накида. Набираем цепочку из 5 воздушных петель, накид на крючок и сюда же в узелочек еще один столбик с одним накидом. Сделали арочку, вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Под первую цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, под вторую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, под третью цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, под четвертую цепочку столбик без накида. Теперь вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. Делаем накид на крючок и между двумя петлями в узелок провязываем столбик без накида. Пять воздушных петель, накид на крючок и сюда же в узел столбик без накида. Вытягиваем петлю, провязываем соломонов узел. И в конце под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Закончили ряд. И вот что мы имеем. Теперь у нас в начале, в середине и в конце есть 3 арочки, значит будет здесь 3 новых веера. Вот один веер, здесь их 2 и далее уже будет 3 веера. На мой взгляд, узор смотрится очень красиво, и как раз таки вот эти вот соломоновые петли между веерами добавляют такую воздушность узору. Далее вы провяжете без проблем. Я для того, чтобы образец был более законченным, провязала еще 2 ряда. Один ряд столбиками с накидом и один ряд пышными столбиками. Такая красота у нас уже получается. Надеюсь, вам узор нравится так же, как и мне. Далее будем вязать столько рядов, сколько нам необходимо для того, чтобы получить нужный размер для шали. Я свои ряды не считаю. Внизу в описании под видео я оставлю размер в сантиметрах своей шали, как она у меня получилась. После того, как закончим вязать шаль, здесь вот у нас с краю, с 2 сторон по бокам есть такие вот цепочки из 5 воздушных петель. В них как раз будем делать кисти. Лучше всего сюда подходят кисти. Но можно сделать и обвязку ажурную, такую же с соломоновыми петлями. Видео мастер-класс есть у меня на канале. Я прикреплю здесь ссылочку, а также внизу в описании под видео вы найдете. По традиции прикрепляю здесь полную схему данного узора. 11 рядов. Можете сделать себе скриншот экрана, либо проходите в описании внизу под видео. Там я оставляю ссылочки на социальные сети, где вы сможете скачать данную схему, а также схему на другие мои мастер-классы по шалям в хорошем качестве. А также внизу в описании под каждым видео есть дополнительная информация по моим изделиям. Какого размера получилось полотно, сколько ушло пряжи, какую пряжу использовала и как проводила ВТО для именно этой
пряжи, с этой пряжей. Также, если какая-то есть еще дополнительная информация, то я оставляю также там же внизу в описании под каждым видео. Не забудьте подписаться на мой канал, а также нажмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Также подпишитесь на социальные сети для того, чтобы у вас всегда был доступ ко всем новым схемам, видеоурокам, ну и чтобы не теряли меня. На этом все, мастер-класс окончен. Буду рада всем вашим комментариям, замечаниям, пожеланиям. Может быть, я что-то делаю не так, и у вас есть совет, как это исправить. Буду, в общем, рада любому вашему комментарию. Будем прощаться с вами. Надеюсь на скорую встречу в следующем видео.